Я отправляюсь в незабываемое путешествие на Байкал. В этом приключении я побываю в самых красивых и изумительных местах, поеду по Кругобайкальской железной дороге на настоящем паровозе, покажу и расскажу про культурные особенности Прибайкалья, прогуляюсь по Иркутску и еще много чего интересного. Но давайте я начну историю с самого начала. По прилете в Иркутск я сразу же отправился в сторону Байкала, но не к самой его ближайшей точке, а в достаточно отдаленное место, но зато менее освоенное человеком и где больше природной красоты. Мне предстоит ехать чуть больше, чем 300 километров по живописной дороге. Я проезжаю леса, поля, или степи, а дорога уводит меня все дальше и дальше, сменяя один живописный вид на другой, заманивая меня вглубь Сибири. Через некоторое время ландшафт становится более гористым, и теперь дорога петляет между полузаснеженных вершин, а машины кажутся такими маленькими по сравнению с громадными и величественными склонами. По мере продвижения по горам я все ближе и ближе приближаюсь к Байкалу. И вот вдали уже показалась голубая ледяная гладь одного из самых удивительных и красивых озер нашей страны. Я подъезжаю к берегу и выезжаю на лед. Дальше мой путь идет по ледовой переправе, так как место моего прибытия находится на острове Ольхон, на который нет моста или туннеля, и попасть туда можно только по льду, а летом на небольшом пароме. Переправу открывают буквально на 1-2 месяца, и в это время МЧС следит за льдом на ней. А в остальное время ты, конечно, можешь выехать на лед, но только на свой страх и риск. После прибытия на Ольхон мой путь не заканчивается, так как теперь нужно ехать по самому острову до поселка, в котором я и остановлюсь. Асфальтового покрытия тут уже нет, и передвигаться приходится по грунтовым и песчаным дорогам, но виды здесь просто потрясающие. Иногда дорога уходит в бесконечную даль, иногда приходится проезжать через трудные каменистые места, а иногда хочется просто остановиться, чтобы несколько минут полюбоваться красотой этих мест. Вот примерно так я и доезжаю до места моего назначения, поселка Хужир, на острове Ольхон, где и останавливаюсь на несколько дней. Чтобы ввести в курс дела, расскажу немного про место, где я остановился. Помимо этого, на острове есть еще пара деревенек с населением не более 100 человек, но Хужир – это самый большой населенный пункт. Несмотря на свою отдаленность и, казалось бы, забытость, тут есть какая-никакая инфраструктура для туристических поездок. Относительно много магазинчиков и кафешек, есть аптека и все другие необходимые места. Для местных жителей работает сельская школа, есть библиотека, клуб и аутентичное здание Почты России. Продукты и все необходимые ресурсы сюда доставлять сложновато, поэтому цены здесь немного выше привычных. Но, тем не менее, в магазинах есть выбор различных продуктов. Кстати, достаточно существенная их часть едет сюда прямиком из Китая. Но, к примеру, молочка из Беларуси сюда тоже доезжает с завода в Минске, так что разнообразие есть. У поселка есть какая-то своя атмосфера, и, находясь тут, не чувствуешь себя на краю земли, в забытом всеми месте. Тут есть что-то от природного спокойствия и от небольшой городской суеты. И сочетание всего этого здесь создает особое впечатление. Мне в голову приходит идея отправиться на одну из далеких и высоких вершин, чтобы полюбоваться всем с высоты птичьего полета. Но меня предупредили, чтобы я этого не делал, так как отходить далеко от поселка в ту сторону по лесу нельзя. В лесу водятся волки и лисы, и как бы чего не вышло. Однако я все равно отправился, но не в то запрещенное место, а в другое, на другую вершину, куда ходить можно. Но в тот момент, когда я все-таки отошел немножечко подальше от поселка, то помимо лая собак, который слышится где-то там далеко в поселке, я еще слышу какое-то цоканье и какое-то хрюканье, которое доносится из леса откуда-то. Не знаю, может быть, это, конечно, какая-нибудь домашняя живность, типа свинья убежала или там еще кто-то. Но не знаю, а может быть и нет. Как мне потом объяснили, скорее всего, это была просто фыркающая лошадь. Хотя кто-то, видимо, в шутку упоминал и зубра. Но я все равно иду все дальше и дальше, чтобы попасть на одну из вершин. И вот, спустя некоторое время, я на месте.
Здесь обустроена небольшая смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид на поселок, Байкал, горы и остров. После подъема я решаю немного отдохнуть и полюбоваться видами, потому что стоять или сидеть и смотреть на всю эту красоту тут можно долго. Прежде чем отправиться обратно, я дождался, пока солнце начнет скрываться за горами на горизонте, а потом быстренько отправился обратно, потому что завтра начнутся приключения по Байкалу. На следующее утро меня забирает вот такой УАЗ-буханка. Вообще, это основной транспорт передвижения тут, и многие выбирают именно его. Помимо УАЗиков, по льду ездят Хивусы. Это судно на воздушной подушке. Поездка на них стоит дороже и, как мне говорили, ощущения там, не те. Там более комфортно и мягко ездится, в отличие от буханок, так что больше драйв от поездки получаешь именно на машине. Так вот, утром меня забирает именно УАЗик. Кстати, неплохая машина. Самое главное не застрять где-нибудь на пригорке, чтобы не почувствовать себя волками из Маши и Медведь. Вот примерно так и проходят мои 2 следующих дня. На острове есть множество интересных мест, которые находятся на отдалении друг от друга, и именно поэтому лучше выделить 2 дня на их осмотр. При замерзании льда, если Байкал достаточно штормит, то на прибрежных скалах образуются наледи, которые замерзают в изумительные ледовые образования. В результате получаются красивые гроты и пещеры, по которым можно полазить и почувствовать себя в настоящей сказке. Настолько тут красиво. Да и вообще, когда ты выходишь на лед, это просто непередаваемое чувство. Я никогда прежде не видел настолько чистый, прозрачный, гладкий и скользкий лед. Причем везде он разный, где-то голубой, где-то зеленый, где-то черный. Можно долго лежать и рассматривать трещины внизу, а когда дует ветер, то ногами перенаправлять потоки снежинок. В некоторых местах можно встретить необычное явление, когда пузырьки замерзают внутри льда и образуется необычайно красивое их скопление. Помимо заледенелых берегов и пузырьков во льду, тут еще образуются торосы, нагромождение обломков льда. А если зайти в скопище маленьких льдинок, то по звуку получится, что ты идешь как будто бы по битому стеклу. Помимо самого большого острова Ольхон, на Байкале есть еще несколько поменьше, прям совсем поменьше. В основном они покрыты либо камнями, либо сухой травой. Кстати, не удивляйтесь, почему тут так мало снега. Байкал окружен горами, и они не дают сюда залететь облакам, поэтому тут очень мало дождей, а зимой, соответственно, и снега. Поэтому его тут очень мало. А если что-то и выпадает, то ветер снесет все это дело, поэтому больших сугробов тут не увидеть. На одном из таких островов есть достопримечательность, которую я тоже решил посмотреть. Приехал я сюда в воскресенье, в обед, и таких же туристов, как я, тут было достаточно много, но место все равно стоит того. На самом высоком участке острова Огой стоит буддийская ступа просветления. Как же она тут появилась? А дело все в том, что исходно на Байкале был распространен шаманизм. Но с восточной части озера под влиянием из Монголии пришел буддизм, и чтобы закрепиться тут, буддисты обратились с просьбой построить здесь свою реликвию. Им разрешили, и они выбрали второй по величине остров после Ольхона. Так здесь и появилась эта ступа. Считается, что если обойти ступу 3 раза, выражая ей таким образом уважение и загадать желание, то оно исполнится. Есть только одно условие. Мысли человека, загадывающие желание, обязательно должны быть чистыми и светлыми. После хождения вокруг ступы, тут обычно все останавливаются на обед. Даже образуется небольшой лагерь, где все что-то готовят или разогревают, и это как раз таки повод попробовать уху из местной рыбы.
Ну и еще посмотреть, как снимают рекламу для озона на льду Байкала. Помимо поездок непосредственно по льду Байкала, я решаю отправиться на возвышенности Ольхона. Помните, я рассказывал, что тут очень мало снега? Так вот, на некоторых участках острова его вообще нет. И когда тут едешь, особенно в теплой машине, то складывается впечатление, что на улице лето, хотя это не так, и там достаточно холодно. На склонах паслись лошади и коровы, а я вот по таким летним дорогам взбирался все выше и выше, чтобы попасть на скалистую вершину. Я взбираюсь все выше и выше, чтобы залезть на самую высокую скалу на этом холме. Сквозь камни открывается изумительный вид на равнину, горы, холмы и Байкал. Солнце уже стремится на запад, и все это создает непередаваемую атмосферу. Но прежде чем перейти к самому интересному, давайте еще немного про Хужир. В самом поселке тоже есть несколько интересных мест. Например, фестиваль ледяных скульптур. Каждую зиму сюда приезжают мастера из разных уголков страны, чтобы показать свое мастерство. Отсюда же можно дойти до скалы Шаманки. Она так называется, потому что раньше здесь проводились шаманские обряды. Неподалеку от мыса ранее росла роща, в которой в течение многих лет были кремированы и погребены древние шаманы. Это место хранит свой священный статус для всех шаманов. Сейчас здесь установлено 13 столбов СРГ, ритуальных деревянных стволов. На каждом из них вырезано по 3 кольца, на которые паломники и туристы привязывают свои ленточки. Вообще здесь встретить такую картину можно достаточно часто. Много где установлены такие столбы, причем самые разные. И даже когда я сюда ехал, то нередко встречал подобные ритуальные места. Чем я еще занимался в поселке в свободное от экспедиции время? Когда солнце медленно, но верно начало скрываться за горами на другом берегу Байкала, я вышел на небольшую фотоохоту. На поселок уже опускалась темнота, но именно этого я и ждал, потому что хотел сделать несколько ночных фото. Ну и вот что у меня получилось. Ну вот, наступает новый день, и я наконец-таки могу осуществить свою давнюю мечту – прокатиться на коньках по Байкалу. Их, кстати, можно взять в прокат прямо в поселке. И вот, когда все готово, я выезжаю на лед, и теперь могу ехать куда угодно, направо, налево, прямо, куда захочу. Каток — это вообще самый лучший, который только есть. Ну, единственное, что, может быть, мешают иногда вот эти вот белые штучки снега, вот, но их, в принципе, объехать достаточно легко. И вот это вот все. Ты здесь можешь кататься один, куда хочешь и сколько хочешь. Конечно, так не очень хорошо делалось, но когда мне становилось прям совсем жарко от езды, я снимал шапку, рукавицы, вот. А все время, когда мне надо было остановиться, поменять там камеру или еще чего-то, переодеться, то я это делал на вот этих вот белых островочках. Не знаю почему, но как-то, если надо остановиться, то обязательно надо найти какой-нибудь островочек снега и сделать это здесь. Но не все было всегда так радостно. В один момент случилась не очень приятная ситуация. Мне нужно было настроить камеру, и пока я лежал на льду и делал все, что мне нужно, внезапно послышался оглушительный грохот. Я себя почувствовал в эпицентре бомбардировки. Вокруг началось буквально землетрясение, ну точнее ледотрясение, и было, мягко говоря, не по себе. Так, только что очень сильно громыхнуло, и образовалась новая трещина, и вот здесь вот даже водичка течет. Я, если честно, очень испугался. Ну и на всякий случай все-таки лучше поеду подальше от этого места. А дело все в том, что из-за теплого дня и резкого изменения температуры лед начал двигаться. Меня предупреждали, что такое может быть, и бояться не нужно, но, скажу честно, я испугался. Но продолжалось все это не более минуты, и когда все успокоилось, хорошее настроение вернулось. Я, немного переведя дыхание, продолжил свою одну из самых запоминающихся прогулок по льду.
Зато теперь в новой щелочке можно потрогать водичку Байкала. Ух, да, кататься было здорово. Но сейчас я вам покажу еще одно очень красивое и изумительное место на Байкале. Это КБЖД. Кругобайкальская железная дорога, бывший участок Транссибирской магистрали, которая сейчас активно по назначению не используется, так как построены новые участки. Однако многие сооружения сохранились до сегодняшнего момента. И по всей этой красоте можно отправиться на настоящем паровозе. Чтобы сюда попасть, нужно вечером сесть на туристический поезд «Байкальский экспресс» на пассажирском вокзале в Иркутске. Вместе с остальными вагонами, идущими в Улан-Удэ, к ночи вы доедете до станции Слюдянка. Здесь ваш вагон отцепят и после маневровых работ поставят на отдельный путь. Это, кстати, происходит непосредственно на Транссибе, Транссибирской магистрали. Сколько помню, не слышал о ней и ее назначении, никогда не думал, что окажусь непосредственно тут. Но вот я на ней. Но вернемся к поезду. Рано утром ваш вагон зацепит настоящий паровоз, и вы отправитесь в невероятное путешествие. Дорога проходит по берегу Байкала, поэтому с одной стороны у вас будет вид на бескрайние просторы озера, а с другой на отвесные скалы. И вот паровоз тянет вас вперед через живописные мосты и тоннели. Иногда на пути встречаются небольшие остановки, на которых можно выйти и полюбоваться всем этим вживую. Прикоснуться к опоре арочного моста или залезть внутрь тоннеля. Вообще этот маршрут очень живописный, а то, что тебя везет не современный тепловоз, а ретро-поезд, создает незабываемые впечатления. На пути вам будет встречаться множество примечательных мест, о которых пока едете можно послушать, а во время остановки посмотреть непосредственно то, о чем вы только что слушали. Но вот конечная остановка – порт Байкал. Здесь дорога заканчивается. Тут находится исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. Из-за сильного течения вода тут не замерзает. Но на этой стороне мало чего есть, поэтому я отправляюсь на паромную переправу и, на мой взгляд, достаточно хлипком суденышке отправляюсь на другой берег реки. В первую очередь я туда хочу добраться, чтобы попасть на вон ту высокую гору, на вершине которой есть смотровая площадка. И вот я на другой стороне. У переправы уже толпится народ, который хочет попасть на другую сторону, откуда я приехал, а я выхожу и отправляюсь наверх, на смотровую площадку. Мой путь проходит по склонам горы, но тут есть оборудованная дорожка, потому что на этой горе находится горнолыжный склон. Так что если вы сильно устали и не хотите преодолевать весь путь на своих двоих, то можно воспользоваться фуникулером. Я поднимался все выше и выше по петляющей по склону серпантином дорожке, все выше, выше и выше. После отметки в 2000 метров я был вынужден приостановить свой непрерывный подъем на небольшой отдых. Благо тут есть скамеечки и столы. Но вот, переведя дух, я уже почти у самой вершины. Остаются последние метры подъема, и вот я на высоте 728 метров смотрю на Байкал. Это место называется Камень Чешского. Отсюда, кстати, видно мой поезд, на котором я приехал, переправу и место, где начинается Ангара. На прогулку у вас есть целый день, а вечером поезд вас отвезет обратно в Иркутск. Кстати, из дома до самого Иркутска можно было бы тоже доехать на поезде, но если есть вариант полететь на самолете, я выбираю именно его.
Не только потому, что это быстрее, а еще потому, что мне нравится летать. А чтобы сделать каждый полет еще более приятным, я использую приложение PJourney. В него я добавляю все свои перелеты. Могу посмотреть их на карте, посмотреть куда и как я летал, получить статистику по ним, добавить посадочный талон и много чего еще. Например, импортировать свои рейсы из закрывшегося Up in the Air. И это все добавляет моим путешествиям еще больше хороших впечатлений. Причем не только во время, но еще и до и после. Однако, вы, наверное, спросите, а где это я нахожусь? А это я продолжаю свое путешествие, но уже по Иркутску. И первым местом, куда я отправился, стал музей Тальцы. Но это не просто музей под открытым небом. Это целая деревня. Даже несколько деревень, я бы сказал. Здесь воссоздали атмосферу прошлых веков, но не просто абстрактно, а именно так, как в те времена осваивали здешние земли, как тут жили люди. В том числе после восстания сюда ссылали декабристов, и в Иркутске много мест, которые им посвящены. В том числе можно посмотреть, как были устроены населенные пункты в то время. Здесь есть много различных зданий, например, постоялый двор, кабак, почта. Все это воссоздано и не только снаружи, но и внутри, и практически в каждый дом можно зайти и посмотреть, что там находится. Я не знаю, как у других, но когда я заходил куда-нибудь тут, то мне сразу вспоминалось какое-нибудь литературное произведение, настолько реалистично и атмосферно тут было все сделано. Строения разделены на разные временные отрезки, так что тут можно долго ходить и перемещаться во времени, так сказать. Одним из самых больших сооружений является острог. Сейчас, наверное, его бы назвали деревянной крепостью, но именно так начинались города, когда Сибирь только осваивалась. Находится Тальцы недалеко от Иркутска, и доехать сюда можно на маршрутке или такси. Так как мое путешествие было в первых числах марта, то когда я добрался до Иркутска, тут наступила весна. Снег начал таять, образовывая лужи, а я смотреть интересные места. Вообще, если говорить об Иркутске, то тут сохранилось очень много старых деревянных зданий. Многие, конечно, заброшены, но все равно у города благодаря ним есть определенная атмосфера. И еще один момент, который меня удивил. Утром, когда я решил прогуляться по набережной, просто прогуляться. Во-первых, я не ожидал, что течение тут будет такое сильное и быстрое, но это ладно. Больше всего меня поразило не это. Когда я подошел к самому краю, то увидел, насколько тут чистая и прозрачная вода. Вообще логично, подумал я, ведь все это течет из Байкала. Но если там я пока видел только лед, то теперь я увидел и саму воду. И если честно, я не ожидал, что она будет настолько чистой. До этого я ни в каких городах еще не видел такой воды. Еще одно интересное наблюдение, что тут ездит очень много праворульных машин. Как мне рассказали местные водители, это связано с тем, что многим легче привезти сюда машину из Японии, нежели из Европы. И это для большинства автолюбителей является лучшим вариантом. В центре города есть пешеходная улица. Это место называется 130-й квартал. Здесь часть домов отреставрировали, часть домов отстроили заново, но в итоге получилось очень красивое и атмосферное общественное пространство. Тут много всяких магазинчиков, кафешек, лавочек, а по атмосфере получилось очень здорово. В конце пешеходной улицы стоит символ города – Бабр, что в переводе означает тигр, но по итогу получилось некое вымышленное животное, которое включает в себя элементы сразу от нескольких. Бабр изображен на гербе Иркутска, который вы тут можете встретить много где. А я добавляю свой билет в PJourney и бегу в аэропорт, чтобы вернуться домой и готовиться к новому путешествию.